Здорово-здорово, братишки, сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nix and Play. Победителем прошлого розыгрыша стали Бриз и Тюрьма 71. Призы я отправила на кладовщика кухни гурмана. Кому не повезло, не расстраиваемся. Для вас у меня новый розыгрыш на ящик со шлемом К6 без забрала. Сообщаю, что этот розыгрыш проходит на серверах Евро 1, Ру 3 и US 1. Да-да, ты не ослышался, я создал персонажа и готов проводить розыгрыши еще и на US сервере. В связи с добавлением сервера надеюсь на вашу крепкую сталкерскую поддержку. Также сообщаю, что скоро розыгрыши будут проводиться на всех серверах. Для участия в розыгрыше нужно обязательно, просто обязательно подписаться на канал, подписку я проверяю, и написать комментарий, не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник и сервер, на котором ты играешь. Ник и сервер укажи обязательно, а то посылка не дойдет до получателя. Итоги розыгрыша будут известны через неделю, 8 июля. В предыдущей 9 серии с нуля до топа я оставил своего персонажа в деревне Гурмана и отправился спать. Кто не видел предыдущую серию, советую посмотреть, чтобы быть в курсе всего того, что происходит. Подсказка в правом верхнем углу. А для тех, кто совсем не знаком с этой рубрикой, на канале есть отдельный плейлист. Он называется «Туда-сюда миллионер». При желании можешь ознакомиться. А я желаю тебе приятного просмотра. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Собрал все денежки, вырученные за продажу предметов с доски. Советую, кстати, всегда выставлять перед выходом из игры вещи на доску. Если есть, конечно, что выставить. Далее зарядился патронами, медикаментами, подшился, починился, ну куда ж без этого, и пошел на Тунгуску. Отправился я на Тунгуску не просто так, а для того, чтобы собрать оставшиеся 4 экрана бета для ватмана, потому что все остальные артефакты уже были сданы. Не пройдя и одного полного круга по микроволновкам, я собрал нужное количество бета-экранов. Скорее всего, я попал на рез портов, или же в тайминг, когда было очень мало людей в онлайне. А попал я в него потому, что на данный момент я пребывал в отпуске и играл в будний день в дневное время суток. Собрав нужное количество экранов, я, конечно же, не остановился и продолжил собирать экранчики, но уже для своего кармана. Так сказать, пользуюсь данным случаем. Пролазил я на поле около часа, не более точно, и отправился в поселок Радиус. В Радиусе я привел всю экипировку в порядок, а также сдал ежедневные задания основному полковнику. Опыт и очки торговли лишними никогда не бывают. Купил большой контейнер для 5 артефактов и отправил его посылкой на пост к Марьку, дабы не ждать на радиусе 15 минут впустую. Также отправил туда 4 экрана гамма и 10 экранов бета, чтобы не потерять их по дороге. Эти экраны пригодятся мне в дальнейшем на квест от Сизифа, Алфавит Зона или Сизиф в труд. Завершение этого квеста откроет мне доступ к 3 очень важным, жирным, но дорогим в выполнении квестам. В будущем через открытые таким образом квесты я буду быстро поднимать себе репутацию черного рынка и открывать удобный проход на новую землю через лифтера, сидящего в баре ЛВЗ. Купил у белоручки санитарных наборов на дорожку и отправился дальше собирать экранчики. Пока собирал артефакты, расслабился, за что мгновенно и поплатился. За то, что я зашел не на свою полянку, меня аннигилировали хозяева леса и вытряхнули все мои кармашки. Хорошо, что хоть откис я недалеко от респы, поэтому быстро оправившись от полученных потрясений, я выбрал жемхануть свой лут обратно. На мое счастье, лежащий на земле хабар не спылесосил пробегающую мимо чайка, как это обычно бывает на этом поле. Собрав свой хабар, я понял, что больше удачи мне не видать, и дабы не растерять свои кровные, я отправился на аэропорт для фиксации полученной прибыли. Рыжий в своей избушке с радостью меня встретил, и за все мои экранчики он отсыпал 200 тысяч, щедро, в кавычках, конечно же. Но я нес ему их не из-за денег, а для очков торговли. Они мне потом пригодятся, поэтому вырученные из продажи очки торговли я сразу тратить не стал, оставил их на светлое будущее. Братишка, если ты только-только начинаешь свой сталкерский путь, то у меня для тебя есть подарок. Вводи промокод Nixon в меню игры и забирай премиум абсолютно бесплатно. С ним ты сможешь прокачать свой персонаж в 2 раза быстрее. И даже не важно, где ты играешь, промокод работает на всех серверах. Главное, не прозевай халяву. Вводи быстрее, ведь он не вечный. Затянув рюкзак покрепче, я выдвинулся на дамбу к Николаю Мирному и безопасно перешел через ворота Семашко. Мой путь далее лежал в окрестности Любич, конкретно на пост к Марьку. Там меня уже ждала посылка с экранами и контейнером. Забрав все, я сразу же отдал 10 экранов бета Сизифу. Благо так можно было сделать, и я обошелся без покупки дополнительного контейнера. 5 экранов гаммы я поместил в купленный большой контейнер, для того, чтобы их заряд не исчерпался, ведь для сдачи квеста Сизифу мне не хватало еще 5 экранов гамма. Далее я побежал к ученым на Эгиду. Здесь у меня был незавершенный квест у Ватмана, ради которого, собственно, изначально и затевался поиск артефактов. Сдал 5 экранов бета Ватману, получил приятную награду, и главное для меня на тот момент это репутация лагеря Эгида, так как я открываю переход на аэропорт и торговлю с лагерем. К сожалению, в этот день моя трансляция длилась всего 2,5 часа из-за личных дел, и что-то глобальное за это время я сделать просто не успевал. Огромное спасибо за просмотр, надеюсь на твою отзывчивость. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий, мне будет очень приятно. Увидимся в зоне, брат Сталкер. Иди, не мозоль глаза.